Привет всем мальчикам и девочкам и спасибо, что смотрите «Фиалкового медведя». Посмотрим, что получится в этот раз. Последние два раза что-то было не очень воздушно. Вкусно, но не воздушно. Ой, красота! Вот такая у нас мини-библиотека. И давайте посмотрим, что у нас тут. Вот я оставляла книжку Джон Грин. И вот это моя книжка. Ничего нового, только разбирают. Ну, кстати, да, нет ничего нового. Ладно, в следующий раз. Пока-пока. Давайте начнем с истории про того, как я вообще начала вязать носочки, потому что это, собственно, максимально свежая история, которая началась в сентябре-октябре. Я всю свою жизнь почему-то боялась начать их вязать, потому что выглядит это правда сложно, особенно когда это вяжется на 5 спицах, и вы видите все вот эти спицы в работе. Меня всегда эти истории пугали. Думаю, как они там вот это все перескидывают, пересчитывают, все эти петли. Ну, мне было сложно решиться на это. Вот. Но, как обычно, когда мы решаемся, начинаем что-то делать, все самое сложное становится все максимально простым. Вот. И сейчас я, как говорят в Америке, I'm obsessed. Я обожаю вязать носочки. Вот. Я не вяжу еще идеально, вот, конечно, нет, но я стараюсь, и на этот год у меня планы максимально улучшить свои результаты, повязать разные носочки разными способами, и, конечно, да, стать перфекто в этом плане. Вот, ну и, в общем-то, начала я вязать свои носочки в сентябре. Муж подарил мне набор спиц для вязания носочков и с условием того, что я свяжу ему первую пару. Он прогадал на самом деле, потому что, ну, те, кто начинает вязать, наверное, вспомните свою первую пару, она не самая удачная, вот, но мне повезло, но я очень хотела ему связать, что он будет носить, вот, и, в общем-то, первая пара, я ее покажу сейчас на экранах, вы ее видите. Сразу извиняюсь за ее внешний вид, потому что, ну да, он ее носит активно уже с сентября. И она, ну, там подзакаталась, надо ее почистить, и прочее, но он очень доволен этой парой. И история-то в том, что когда я вязала эту пару носочков, у нас гостили друзья семьи, и, собственно, друг увидел носочки и сказал, а можно, ну, попросил тоже ему. Он нам столько помогал, что мне очень приятно ему что-то хорошее, что-то подарить такое ручной работы. Я согласилась, я говорю, все, вторая пара за тобой. И, собственно, вторая пара ушла ему, и как раз это было Рождество. И, собственно, у меня даже не было видео никакого, поэтому просто фотографию посмотрите. Это такие смешная, забавная расцветка в тему расцветка просто в тему Рождества. Носочки я эти упаковала, мы ему передали, и я ничего не ожидала, да, и ему почему-то ему очень понравилось. Вот. В Америке вообще ценятся такие подарки ручной работы очень сильно. История в том, что его жена тоже очень сильно захотела носочки, и ну, мне совершенно несложно. И, ну, вы знаете, как вдохновить вязальщика, попросить его, что я не работаю на продажу пока что, и поэтому, ну, для меня это большое вдохновение что-то кому-то связать, увидев вот эту вот искру желания в глазах. Вот. И, собственно, я с удовольствием занялась вязанием пары носочков для его жены. И, собственно, вот я вам давайте покажу, потому что история как раз-таки про эту пару и про пряжу связана с этой парой. Потому что начинала я вязать на пряже очень недорогой,
Вот. А потом как-то посмотрела блогеров и, собственно, захотелось. И, заказала пряжу подороже, ну, прям хорошо подороже, там в 3 раза подороже. И, собственно, эта пряжа у нас, давайте, опа. Итак, ребят, связала я эти носки из новой для себя пряжи, Регия. Соответственно, вот у меня тут такой набор лежит. Значит, вот носочки сами, которые получились. Я очень ждала, чтобы наконец-то снять видео про них и запаковать, и их отдать. Они готовы уже все на подарок. Они у меня посушились, прошли ВТО, посушились на закрепителях. Вот, они готовы, они держат форму. Я ими довольна. Пока что, so far, это мои любимые, мои самые удачные носочки. Вот у меня остатки остались, я хочу из них сделать какие-то интересные, ну вот это вот однотонный просто, да, носочек. Вот, я хочу сделать что-то поинтереснее, что-нибудь, не знаю, потом вместе сделаем. Вот, собственно, пряжа вот из этой серии это Regia Design Line, и цвет я скажу попозже в конце видео, когда мы откроем распаковку, потому что, спойлер, я заказала себе еще один моток такой пряжи, потому что, ну, вязать ее просто, во-первых, удовольствие огромное, в принципе, по качеству самой пряжи, а во-вторых, это, ну, этот цвет, это просто я себя поймала на мысли о том, что у меня это какой-то антидепрессивный, я не знаю, какое-то поднятие настроения эффект производит, потому что вот идет этот ряд за рядом, он меняется, они потрясающе яркие, и это действительно заряжает каким-то классным настроением. Я не знала, что у меня останутся такие остатки, потому что, в принципе, с них можно хорошо поработать, и можно сделать там детские носочки, или можно сделать какие-то носочки там вставками вот по типу вот такого формата, да, где носочек провязать другим цветом, пяточку другим, расход пряжи будет меньше, и я думаю, что мне хватит вот этого вот мотка тоже на какой-то, на что-то хорошее. Но я решила не рисковать, я решила оставить себе в загашнике моток, он будет у меня в посылке, чему я очень рада. Послушав канал Хурма вяжет, которая, в общем-то, меня и заразила вязанием таких вот носочков. В общем, по ее рекомендациям, да, даже не так, не по рекомендациям, она просто сказала, что ее любимая пряжа это Опал Регия и что-то еще я не забыла, подзабыла. Но я решила попробовать Опал Регию, сделала заказ, и Опал, ну, так, Опал, я еще распробую его, а вот Регию я влюбилась моментально. И, собственно, из нее же канала Хурма вяжет я узнала, что пряжа, ну, бренд, к сожалению, обанкротился, и сейчас они распродают остатки. Небольшое пояснение. Бренд не совсем разорился, но видно, что дела у него не очень хорошо. Новых коллекций, насколько я знаю, не было очень давно, и половина фабрик уже закрылись. Видела их сообщение на Фейсбуке о том, что компания, собственно, разоряется, банкротится. На сегодняшний день они еще существуют, но, как я понимаю, дела у них прям совсем не ахти. Для меня это очень грустная новость, потому что, ну, я вот влюбилась. Это как влюбиться и узнать, что твой избранник женат. Ну, или что-то такое. Ну, в общем, я решила подзаказать чуть-чуть себе мотков, вот, чтобы продлить свое счастье. И это и есть то, что мы сегодня с вами открываем. Так, мне нечем открывать совершенно ее, но так как я вам созналась, я честно обещаю больше так не делать, потому что посылка пришла вчера вечером, поздно, то есть уже не было света, ничего, я уже устала, естественно, никакого желания у меня там снимать ничего не было, я хотела все это сделать при дневном красивом свете. Я вчера поняла, что я так больше делать не буду, потому что чистые эмоции, которые я вчера испытала, я их, конечно, уже не передам, но, собственно, расскажу, что произошло. Вот, смотрите, вот так я это сделала. Вот, и давайте посмотрим. Первый вот как раз у нас идет моток. Я думала, он будет преимущественно таким сиреневого цвета, и когда я вчера это увидела в своем желтом вечернем свете, такая, что-то знакомое. И я буквально, ну, у меня сейчас, надо отметить, один моток Регии. Ну, как классно я вообще могла сделать, что заказала второй одинаковый моток к этому. Это надо, да, это прекрасно. Вот, ну, я сначала как бы подрастроилась, а потом
в итоге не расстроилась, в принципе, потому что теперь у меня много вариантов связать вот такой раскраски носки. Ну и хорошо. Собственно, да, Реги я довольна. Пока что с моим минимальным опытом носочной пряжи я записываю ее в свою любимую пряжу. Я же могу так сделать? Я могу так сделать. Вот, давайте посмотрим дальше. Вот у нас идет такой цвет. Здесь вот эта мини-картинка. У них часто мини-картинка не соответствует расцветке пряжи, как вот, например, здесь это не она, но здесь это она. Вот эти вот какие-то драгонфрукт мне напоминают, вот эти вот штучки. Вот, это сами носочки как будут. Красивые, мне нравятся. Ну, мне кажется, больше мужские. Вот, но это, в принципе, тоже хорошо. У меня есть планы на подарки. Следующий моточек у нас идет цвета 03885. Очень такой жизнерадостный, классный. Такой какой-то клубничный вырви глаз. Думаю, у него гораздо приятнее название. Такая красота. Такой вот у нас идет. Дальше. Ага. Здесь нужна... нет, знаете, я подумала, что это серия Perfect, которая... вот, Perfect, которая начинается с желтой нитки. Я просто в ней так разочарована. Ребят, эта история с разочарованием в пряже Regia Perfect, это просто история, практически как начался мой этот блог. Это была последняя капля терпения, где я хотела поделиться. И я просто включила камеру и начала записывать вот этот свой отзыв. Связала я вот такой прекрасный носок. Первый раз вязала из пряжи Regia Perfect. Фишка в том, что ты вяжешь из одного мотка. Вот. Там инструкции даны вот изнутри. Начинаешь, отрезаешь крайнюю нитку. Я, кстати, такой просто хомяк, что вот эта крайняя желтая нитка, я ее перемотала. Это вот остаток от первого носка розовой нитки. Вот они у меня лежат аккуратненько. Возможно, что-то с ними когда-нибудь сделаю. Так вот, вяжешь очень просто. Отрезаешь сначала крайнюю нитку, потом идешь просто по одному мотку. И вот такое волшебство у тебя получается вот такой носок, когда ты вяжешь просто из одного мотка. И связала я свой первый носок, отрезала нитку и просто чуть ли не побежала заказывать просто все, что только можно, все, что осталось от Реги, на самом деле. Девочки, мальчики, хорошо, что я этого не сделала, потому что я начала вязать второй носок. И смотрите, самый внимательный. Ну, не знаю, мне кажется, не надо быть сильно внимательным, чтобы увидеть, что вот эта вот часть, она, ну, капец разная. И я сначала подумала, что ну ладно, невелика как бы беда, а потом я все-таки подумала, что да нет, велика. Уже такие носки не подаришь, да? Ну что это такое? Вот, я как бы вяжу в подарок чаще всего. А себе оставить, ну, тоже, я как будто бы себя немножко люблю. Зачем мне вот такие вот... Я люблю не одинаковые носки, но это не одинаковые. Это не то, чтобы прикольно не одинаковые носки, это просто брак. Я, правда, очень расстроилась. Я сначала привязала вот до сюда, потом увидела, что это безобразие. Вернулась назад, я попыталась вот здесь вот убрать часть, которая мне казалась, ну, что она все поправит. Но потом заметила, что там постоянные ляпы краски. Вот. Ну, видимо, прям бракованная часть. Вот. И никак это не спасти вообще. Хотела вообще их бросить, на самом деле. Но потом я подумала, что этот носок настолько красивый, ну и как бы бросить его означает просто на самом деле выбросить вот это вот, потому что, ну, а что с этим еще делать? Это вот просто рисунок носка, да? Поэтому я все-таки решила закончить и оставить как напоминание о том, что Regia Perfect я больше брать не буду. Потому что, ну, слишком обидно. И я уже подумала, что я, наверное, ошиблась и заказала Perfect. Вот, но нет, это просто желтая нитка в составе, что обожаю, обожаю, обожаю. Классный, классный контраст такой. Вот такая вот лагуна. Ну, просто загляденье контрастное.
ниточка лазурная, желтая, красная, розовая, с серым. Не знаю, буду ли я их вязать полностью вот так вот, ну, одной ниткой цветной, либо буду вставлять какие-то вещи, но довольна очень цветом, очень яркий, сочный. Это чувство новой пряжи, когда у тебя закрома, в закромах лежат еще куча мотков. Ну да ладно, продолжаем. Вот она, моя любовь, собственно, вот он этот моток, вот этих вот она, вот она, вот она, вот. Пусть она у меня будет. Я хочу связать носочки из этой пряжи для своей сестренки в законе, как это называется, сестра мужа. Вот. Я просто в голове называю ее моей сестричкой. Вот. Прекрасная девочка, она живет на Манхэттене, и мне кажется, вот они такие яркие, они такие, манхэттенские, я себе тоже такие хочу. Вот, ну, в общем, будем вязать эти манхэттенские носочки на Манхэттене. Я придумала. Так, дайте посмотрю, что у нас осталось. Да, нет, вот еще есть. Вот. Это у меня 03655 цвет, и на рисуночке, мини-рисуночке именно они. И сейчас покажу, что у меня есть. Вот. Это один и тот же цвет. Да, прям, да, абсолютно один и тот же цвет. Это 6-нитка, а это 4-нитка. Стандартная пряжа для носок — это 4-нитка. То есть, ну, что, собственно, сделано из ниточки, которая скручена, 4 маленькие ниточки скручены в одну, а это 6 маленьких ниточек скручены в одну. И, соответственно, ну, логично, это теплее, это похолоднее. Вот. И цвет мне очень понравился. Я, ну, 6-нитка, конечно, я еще ни разу не вязала. Ну, это прям такие теплые, плотные носочки. Вот я вам покажу образец. Мне понравился цвет, и я решила в 4-нитке тоже такой взять. Вот. А теперь разом с скопом покажу. Это однотон. Нет, кстати, обманула. Вот, тут я еще решила попробовать. Это, ну, такой однотон, не однотон. Называется Tweed. Интересно будет попробовать повязать. Она даже выглядит, наверное, более какой-то атласной, что ли. Вот, в общем, да, очень интересно. Вот они, смотрите, как бахрома такая твидовая. Посмотрим. Нужно будет придумать, что с этим тоже сделать. Как это, либо однотонное. Ну, вряд ли, наверное, буду как-то это вставками эту пряжу использовать. Да, это цвет 69. И оставшиеся это однотоны. Вот такой странный набор. Я почему-то посчитала, ну, в принципе, я смотрю, да, нормально я посчитала, что вот эти мне как раз-таки пригодятся как вставки на носочки, пяточки. Вот. Я не хочу... У меня есть однотоны других брендов, но я не очень хочу мешать другие бренды пока что с этими. Я хочу чистый результат по вот одному бренду, носочкам одному бренду. Вот такой у нас хаул, вот такой вот. Так, ты нет, ты у меня был. Я очень-очень довольна. С удовольствием возьму Реги еще, если будут какие-то интересные цвета. Вот. У Реги просто есть потрясающие. Давайте я вам просто покажу, какие есть варианты у Реги. Ну, загляденье. Вот, но, конечно, ну, это абсурд брать уже так дорого. То есть у нас это где-то там в районе $25 за красивые оттенки. И, ну, это, конечно, не имеет смысла. Вот, в принципе, даже с Европы везти это получается в районе $12 за моток, там 10-12. Однотон, по-моему, мне вышел там по скидкам что-то там около $8. Вот. Это уже более приемлемо, чем брать в Америке. В Америке просто невероятно абсурд, они цены. В принципе, я вам показала и рассказала, что планировала сегодня. Вот, надеюсь, вам было интересно. Спасибо большое вам за просмотр. Поставьте все колокольчики, пальчики вверх. И на самом деле весь смысл моих видео — это пообщаться, найти единомышленников. Я очень жадная до общения с людьми, которые разделяют мои интересы. Поэтому любые комментарии приветствуются. И спасибо вам еще раз огромное. До новых встреч!